Обычная домашняя кошка несколько дней подряд уносила щенков от соседского дома. Когда хозяева узнали, зачем она это делает, они не смогли сдержать слез. Мила была необычной кошкой. Ее рыжевато-золотистая шерсть и яркие зеленые глаза сразу привлекали внимание, но настоящей особенностью было ее удивительное отношение к другим животным. Казалось, Мила не могла спокойно пройти мимо существа, которому требовалась помощь. Несколько лет назад семья Орловых нашла ее возле старой автобусной остановки. Крошечный котенок сидел под деревянной лавкой, дрожал от холода и жалобно мяукал. Десятилетняя София сразу решила, что должна забрать его домой. Родители, Андрей и Наталья, сначала сомневались, но вскоре поняли, что расстаться с малышкой уже не смогут. Первые дни Мила почти не выходила из шкафа. Она пугалась каждого звука и пряталась, если кто-то пытался к ней приблизиться. София часами сидела рядом, разговаривала с ней и оставляла возле шкафа небольшие кусочки еды. Постепенно кошка привыкла к людям и превратилась в настоящую любимицу семьи. Со временем Орловы заметили, что Мила отличается от большинства кошек. Она умела открывать лапой незапертую дверь, приносила Софии забытые вещи и даже научилась подавать голос, когда хотела привлечь внимание. Но сильнее всего удивляла ее забота о других животных. Однажды София принесла домой маленькую птицу с поврежденным крылом. Мила несколько дней не отходила от коробки, в которой находилась птица, будто понимала, что та нуждается в защите. Когда пернатая поправилась и улетела, кошка долго смотрела ей вслед. Через несколько месяцев во время грозы во дворе Орловых оказалось несколько бельчат, выпавших из гнезда. Мила не испугалась дождя, осторожно перенесла малышей под навес и просидела рядом до самого утра. После этого соседи стали называть ее самой заботливой кошкой в округе. Однако однажды поведение Милы резко изменилось. Она перестала играть, стала подолгу сидеть у окна и почти не притрагивалась к миске. Наталья решила показать ее ветеринару. После осмотра врач сообщил, что кошка беременна. Новость обрадовала всю семью. София приготовила для будущей мамы теплое место в небольшой кладовой, Андрей купил все необходимое, а Наталья внимательно следила за состоянием питомицы. Через несколько недель Мила родила 3 котят. Но радость семьи оказалась недолгой. Все 3 малышей появились на свет мертвыми. Ветеринар объяснил, что подобное иногда случается, особенно если организм молодой кошки ослаблен. Мила словно не понимала, что произошло. Она продолжала лежать рядом с котятами, согревала их и тихо мурлыкала. Семья пыталась помочь ей пережить потерю, но кошка стала совершенно другой. Она почти не общалась с людьми и часами смотрела в одну точку. Прошла примерно неделя. Однажды жарким утром София услышала странное поскуливание возле старого сарая за соседним участком. Девочка подошла к окну и увидела Милу. В зубах кошка несла крошечного черного щенка. София позвала родителей, и вскоре все 3 наблюдали, как Мила осторожно положила малыша на траву. Она вылизала его мордочку, легла рядом и начала согревать своим телом. Орловы понятия не имели, откуда взялся щенок. Они хотели отнести его в приют, но Мила не собиралась отходить от найденыша. Наталья принесла корзину, положила туда мягкое одеяло, а щенка осторожно поместили внутрь. Кошка сразу забралась следом и свернулась рядом с ним. На следующий день семья развесила объявление в округе, однако хозяин малыша так и не объявился. Ветеринар осмотрел щенка и сказал, что тот совершенно здоров, хотя ему необходимо постоянное питание. Мила не отходила от него практически ни на минуту. А утром произошло нечто еще более странное. Кошка снова исчезла, а спустя некоторое время вернулась с еще одним щенком. На этот раз малыш был крупнее первого и тоже имел темную шерсть.
Мила принесла его прямо к корзине и начала заботиться сразу о 2 малышах. Семья была поражена. Но через день история повторилась. Потом еще раз. Вскоре в доме Орловых оказалось уже 5 щенков. Все они были примерно одного возраста и нуждались в постоянном уходе. Мила вылизывала их, согревала и старалась кормить своим молоком, но его было недостаточно для такого количества малышей. София начала дополнительно кормить щенков специальной смесью из бутылочки. Мила терпеливо ждала, пока девочка накормит каждого, а затем снова принималась ухаживать за ними. Соседи быстро узнали о необычной семье. Одни восхищались кошкой, другие начали подозревать, что она каким-то образом забирает чужих щенков. Особенно насторожилась соседка, Валентина Сергеевна. Она утверждала, что несколько раз видела Милу возле старого заброшенного дома на окраине поселка. Вскоре слухи стали настолько серьезными, что Орловым пришлось объясняться с соседями. Андрей начал замечать людей, которые специально проходили мимо их двора и заглядывали через забор. Наталья переживала, что у семьи могут возникнуть проблемы из-за щенков. Тогда София решила сама выяснить правду. Она несколько вечеров наблюдала за Милой из окна и однажды заметила, куда кошка направилась после очередного ухода. Девочка рассказала обо всем отцу. Андрей решил проследить за питомицей. Вместе с Софией он увидел, как Мила прошла через пустырь и остановилась возле старого кирпичного дома, давно заброшенного людьми. Но прежде чем они успели приблизиться, кошка скрылась внутри. На следующий день к Орловым пришел участковый после жалобы соседей. Он внимательно выслушал семью и осмотрел щенков. Когда София рассказала ему о старом доме, мужчина решил проверить это место. Андрей пошел вместе с ним. Уже через несколько минут они услышали внутри слабое поскуливание. В одной из комнат, среди мусора и старых досок, лежала измученная собака. Она была очень слабой, почти не поднималась и явно недавно родила. Рядом никого не было. Мужчины осмотрели помещение и нашли следы нескольких щенков, но самих малышей там уже не оказалось. Тогда все стало ясно. Мила не воровала щенков. Она обнаружила больную собаку и поняла, что малыши могут погибнуть без помощи. Поэтому кошка каждый день возвращалась к дому и переносила щенков по одному, чтобы спасти их. Именно поэтому она так настойчиво отказывалась оставлять их одних. Участковый связался с ветеринарной службой, а больную собаку доставили в клинику. Врачи подтвердили, что она была сильно истощена и самостоятельно ухаживать за потомством не могла. Когда новость распространилась среди соседей, отношение к Миле изменилось мгновенно. Люди, которые еще вчера обвиняли кошку в похищении, теперь приносили корм, одеяло и лекарства. Даже Валентина Сергеевна пришла к Орловым и со слезами призналась, что была несправедлива к Миле. Несколько недель собака восстанавливалась под наблюдением ветеринара, а щенки оставались у Орловых. Мила продолжала заботиться о них, но постепенно позволила их настоящей матери приблизиться. Когда собака окрепла, ей привели малышей. Она осторожно обнюхала каждого, а затем легла рядом. Мила наблюдала за ними с небольшого расстояния и только потом спокойно ушла. Казалось, она прекрасно понимала, что сделала все, что могла. Семья Орловых навсегда запомнила эту историю. Маленькая кошка, сама пережившая потерю своих котят, не позволила чужим малышам оказаться в беде. Она не могла объяснить людям свои поступки, но каждый день доказывала их делами. И именно тогда все поняли простую вещь. Настоящая забота не всегда зависит от вида, размера или силы. Иногда самое большое сердце оказывается у того, от кого меньше всего ждешь подобного поступка. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.